Всем привет! В этом видео речь пойдет об установке токарного патрона на фрезерный станок НГФ-110. Для этого необходимо изготовить переходную планшайбу под конус Морзе 3. В данном случае буду использовать патрон диаметром 125 мм. Первым делом подобрал заготовку. Заготовкой является вал какого-то сельскохозяйственного механизма. Зажал в патрон, зацентровался, обработал как чисто, а дальше поснимал лишний металл ступеньками, используя при этом автоподачу для ускорения обработки. Просверлил отверстие и нарезал резьбу. В конце резьбы сделал паску 30 градусов, для того чтобы потом можно было использовать вращающийся центр. Готовил хвостовик и начал срезать металл ступеньками по всему конусу. Это ускорит процесс обработки и минимизирует необходимые движения руками при обработке конуса с помощью малой продольной подачи. Полностью все проходы при обработке я не снимал. Обратный ход резцом — это лишь промежуточный проход. Данный фрагмент вставил полностью для демонстрации возможности хода малой продольной подачи. В данном станке ее хватает для конуса Морзе 3. Снизив широковатость поверхности под планшайбу путем снижения оборотов и установки минимальной автоподачи. Для изготовления самой планшайбы выбрал металл толщиной 15 мм, примерно сталь 20. Сразу обрезал лишний металл ушем, примерно наметил центр с большим запасом, зажал в обратные кулачки и начал обрабатывать. Острым расточным резцом пометил грани и замерил диаметр таким образом для удобства.
Сверление большим диаметром без центровки удается не всегда, поэтому решил все же зацентроваться, а потом начать рассверливать и растачивать груз. Использую сверло диаметром 20 мм с коническим хвостовиком для крепления непосредственно за ребра. Станок справляется с таким сверлом без проблем. Для более длительного сохранения режущих свойств инструмента использую концентрат СОЖ, разбавленный примерно 1 к 2 к 3. Всегда хотелось посмотреть более детально режущие свойства инструмента и процесс обработки. Воспользовался такой возможностью и посмотрел чуть ближе через макрообъектив. Ну а вместе со мной посмотрите и вы. Вдруг вам тоже интересно. Закончив внутреннюю обработку, приступил к наружной части. Здесь уже наблюдаются некоторые проблемы с установкой инструмента, так как диаметр для данного станка уже большой. Для лучшей обработки торца, пользуясь достоинствами частотного преобразователя, и плавно добавляю обороты ближе к центру. Как можно заметить, какие только я резцы не применял. Но в итоге все закончилось благополучно. Внешняя часть была отточена. Вот посадку планшайбу все-таки сделал слабоватой. Что ж поделать, опыт не приходит сразу. С фрезеровкой я здесь заморачиваться не стал, снимать нужно совсем немного, поэтому воспользовался обычным напильником. Далее планшайба была проварена и установлена уже на сам фрезерный станок. Сначала в качестве рецептодержателя попробовал использовать обыкновенные тиски, и потом пришел к выводу, что лучше все-таки установить рецептодержку от токарного станка. Тем более, что все для этого имеется. Для установки как раз пригодилась переходная шайба с фрезерной приставки. Также для установки необходимо иметь болты М8 с квадратными головками или шайбами. Но в последнем случае будет неудобно.
Такие фрагменты видео, я думаю, будут очень полезны новичкам. Здесь можно увидеть реальные отгибания инструмента. Еще один фрагмент видео, где можно увидеть, насколько в реальности отгибается резец. Причем отгибается не только резец, отгибается все, что имеет зазоры, в том числе в данном случае и фрезерный стол. Наконец, долгожданная примерка патрона. Остается только просверлить отверстие для его крепления в планшайбе. На данных кадрах можно заметить недообработанный металл на планшайбе. На самом деле это лишь тень. Нанес разметку через 120 градусов при помощи кулачков патрона. Прошу обратить особое внимание, что на данном видео показана неверная установка тормозного диска. Таким образом, его устанавливать для проточки нельзя, что в принципе наглядно видно по биению. Установил я его лишь для того, чтобы показать геометрические размеры возможных устанавливаемых сюда деталей. Как раз именно это и побудило меня установить токарный патрон для фрезерного станка. Диаметр данного тормозного диска около 260 мм. Данный диаметр непозволителен даже для более крупных станков, чем ТВшки. И мне будет необходимо в будущем обработать деталь, схожую по размерам, имеющую малую длину, но большой диаметр. Именно для этого я и подготовил планшайбу и установил на нее токарный патрон для станка НГФ-110. Я думаю, в данном случае он мне поможет. А у меня на этом все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. До свидания.